Сальвете на канале Майк Шоу, с вами Майк Орион, и в этом видеоролике мы спустимся на дно озера и познаем темную сущность и разберем сюжет Алана Вейка 2. Приятного просмотра! Для того, чтобы начать разбирать сюжет второй части, необходимо вспомнить сюжет первой части. Он заканчивается тем, что Алан переписывает свою историю, жертвуя собой и остается на дне озера, лишь бы спасти свою жену Элис, еще в 2010 году. Темная сущность — это неизвестное существо, которое обитает на территории озера, способное воздействовать на людей психологически и влиять на реальность. Цель темной сущности — выбраться наружу и установить господство над землей. Именно под ее влияние и попадает Алан Вейк, попав в ловушку злой версии самого себя, созданной темной сущностью. Следует также отметить, что жена Алана прыгнула опять на дно озера, чтобы помочь Алану выбраться. Все это время он следует по кругу, а именно за ней, и она об этом знает. Она помогает разорвать цикл, в котором Алан застрял в течение 13 лет, где он убивает самого себя. И все идет по кругу. Именно Элис составляет видеозаписи, в которых она записывает саму себя. В одной из таких записей можно увидеть Элис, которая кончает жизнь самоубийством, доведенная злой версией Алана по имени Скретчер. Но это лишь иллюзия, которую сама же Элис и сняла, чтобы Алан оказался в нужном месте, и петлю, в которой Скретчер загнал Алана, разорвалась и появилась наконец спираль, что в конце говорится. Именно после последней записи Элис сообщает всю правду. Под спиралью понимается, что Алан вознесется, то есть поднимется со дна озера и сможет наконец бежать от темной сущности. Элис же также перед тем, как прыгнуть в озеро, опять сообщает организации, которая борется с паранормальными явлениями. Подытожив, можно начать разбирать уже сам сюжет второй части. Сюжет начинается с того, что Сага и Кейси расследуют ужасные убийства в Брайт Фоллс и Уолтри, где культ древних убивает Венди, Теда и Перси, вырывая у них сердца. У Саги есть дочь по имени Логан. Их вызывают на место ритуального убийства Роберта Найтингейла, бывшего агента ФБР, который пропал много лет назад и вновь появился. Найтингейла поражает темная сущность и является ее воплощением. Именно его убивают оккультисты, но не завершают ритуал. Для изгнания темной сущности из нашего мира культ защищает город от одержимых. Его члены уничтожают одержимых и сеют страх среди жителей города, притворяясь убийцами культа, который совершает ритуальное убийство людей, найденных в окрестностях леса, чтобы удержать их подальше от озера, где обитает та же самая темная сущность. Отправляясь к озеру, два агента обнаруживают рукопись, в которой прямо упоминается о них, о их расследовании. Это их сильно беспокоит. Они не знали, что Алан Вейк писал историю Саги с помощью рукописей. Сага описывает Найтингейла и обнаруживает, что в него что-то поместили. Сага идет в закусочную в городе и встречает шерифа Тима Брейкера и афроамериканцев. Они рассказывают ей о культе дерева, которое орудует здесь, и об исчезновении людей, среди которых был писатель Алан Вейк. Прежде чем уйти, ее встречает официантка Роуз, которая, кажется, знает ее и говорит, что не ожидал ее возвращения после предполагаемой смерти Логана, что сбивает Сару с толку, ибо Логан жив. Сага и Кейси присоединяются к Брейкеру в морге в офисе шерифа, где они осматривают Найтингейла и находят внутри страницу рукописи, в которой говорится, что Найтингейл охотится на Сару. Брейкер отмечает, что ранее они нашли другие рукописи, но он исчезает. И как говорится в рукописях, Найтингейл оживает и убивает нескольких полицейских, прежде чем Сага останавливает его выстрелами. На озере Сага встречает предпринимателя Ильма и инженера Стивена, которые ремонтируют поврежденную станцию. Она направляется в магазин, где встречает нескольких одержимых и забирает сердце Найтингейла. Она помещает его в вывеску и открывает таким образом портал в Перекрестие. Перекрестие — это место, соединяющее мир темной сущности и наш мир. Она проходит через него и добивает Найтингейла и других одержимых. В итоге Алан Вейк был выброшен на берег и наконец появился снова через 13 лет, выбравшись из ламп темной сущности. Но одна проблема: Алан одержим темной сущностью, и она может в любой момент начать управлять Аланом. Об этом никто не знает. Алан объясняет, что он сбежал из темного места и что он писал роман, чтобы сбежать из этого измерения. Однако его злой двойник мистер Скретч также сбежал. Сага предполагает, что Скретч редактировал свою историю, чтобы сбежать. Алан объясняет, что Скретч хочет, чтобы Кликер достиг своей цели, выйдя за пределы города. После нам показывают циклы, в которых находится Алан, до того момента, пока он не сдался и темная сущность не проникла в него, и как раз одержимого Уэйка выбрасывает в наш мир, и Сага находит его. После допроса мы видим Уэйка, который постоянно ходит по кругу, и его все время представляют в передаче, напоминающего вечерний Ургант. Параллельно общается с другими людьми через телефон, либо же напрямую теми же людьми, которые застряли в темной сущности. Также Алан постоянно убегает от темной сущности, которая хочет поглотить его. Мы не раз
будем видеть эту сюжетную ветку, поэтому необходимо сказать, что все события с Уэйком происходят до того, как Сага впервые встретила его, то есть до появления самого Уэйка в нашем мире и его возвращения. Уэйк продолжает ходить по бесконечному кошмару, в итоге темная сущность запирает Уэйка в комнате, где только находится одна печатная машинка, пока он не напишет триллер, в котором он сможет освободить себя. Раз за разом он пишет истории, и в одном из циклов у него выходит. Но в итоге оказывается, что Уэйк попадает в временную петлю, где он убивает самого себя, печатающего произведения. Осознав все происходящее, Алан сдается, и темная сущность вселяется в него. После этого одержимого Алана выбрасывает на берег, и Сага впервые его видит. Именно эту историю по ходу игры отрывками нам показывают. Без этой сюжетной части сложно понять ход сюжета, ибо сами сюжетные линии Алана и Саги идут в разное время. Сюжетная линия Алана идет до его освобождения из лап темной сущности, а Сары позже. После допроса Сага отправляется в дом престарелых. Она встречает рокеров Тора и Одина Андерсона, которые очень рады воссоединиться с ней после того, как наконец представились ее дедушками. Однако рокеры осознают реальность и говорят ей, что она не была частью истории, таким образом намекая, что они что-то дознают. Она видит несколько своих вещей в трейлере, а также фотографии братьев Андерсон культистам и газетную вырезку о смерти Логана в результате утопления. Когда она звонит Дэвиду, она видит Маллигана и Тартона, которые оказываются культистами и одержимыми, и следует за ними в мотоклуб, убежище культистов, где она также обнаруживает, что многие жители города также являются культистами. Она преследует и убивает их в перекрестье, прежде чем забрать кликер. Следует отметить, что кликер по истории всего сюжета Алана Уэйка это один из аппаратов, который позволяет менять реальность. Но к своему замешательству она разговаривает с Аланом, который, по-видимому, все еще находится в темном месте и требует знать, почему ее семья замешана в этой истории. Однако она прибывает после ужасной перестрелки между Кейси, Аланом, одержимыми и культистами, где Саге удается уберечь Ильма от убийства Алана. Как оказывается, тот самый инженер и его напарник оказались также культистами и находились прямо под носом у Саги. Следует отметить, почему они хотели убить Алана. Это было вызвано тем, что Алан одержим и необходимо провести специальный ритуал, чтобы избавиться от темной сущности. Поэтому они и вырезают всем сердца и проводят ритуал. И именно из-за этого Найтингейл восстал из мертвых, потому что они не доделали ритуал. Также прибывает ФБС, чтобы разобраться с ситуацией. Агент Киран отстраняет Сагу от дела и захватывает Алана и культистов, а Кейси нигде уже нет. Сага идет в дом престарелых, где спрашивает Роуз о ее дедушке. Роуз хранит молчание о том, что произошло, но позволяет ей посетить место, где Тор, по-видимому, был ранен, а Один прикован к постели. Она разговаривает с Одином через свое место разума, где Один показывает, что быть провиденницей был унаследована способность от их семьи. То есть это не ее интуиция, а сверхъестественная способность, которая передается по наследству. Один предупреждает ее, что тьма преследует Тора и что ей следует остерегаться Синтии, бывшей жительницы дома престарелых, которая оказывается одержима тоже темной сущностью. И она планирует убить Тора, чтобы он не разговаривал с Сагой и не рассказал ей различные тайны. Пройдя через оздоровительный центр, она видит, как Синтия тянет ее дедушку к перекрытию, а Роуз отчитывает их. После использования дара ясновидения на Роуз и завоевания ей доверия, она понимает, что ей нужна запись древних богов Асгарда, раскаяние гнева, чтобы выйти на нее. Но ей повторно приходится активировать питание в подвале, где она находит тело Владимира. Она использует записи, чтобы войти в перекрытие, спасти Тора и убить Синтию, после чего в конечном итоге снова встречается с Аланом. Появляясь и разговаривая с Тором вместе разума, Тор говорит ей, что их способность провидицы помогает им противостоять влиянию темного присутствия и культа, и что им нужно передать кликер Тому, что, как догадывается Сага, он должен сделать. Сага прибывает в полицейский участок и обнаруживает, что все мертвы, электричество отключено, а место заполнено нападавшими одержимыми. Эстевис и раненый Кейси очищают станцию и восстанавливают подачу электроэнергии. И Эстевис говорит, что у них есть оборудование для борьбы с темным присутствием позади станции. Сага направляется к тюремным камерам, где находит Алана и местных. Они просят убить Алана, прежде чем Сага сможет дать Алану кликер, и он из-за этого сможет поменять реальность. Скретчер убивает местных и преследует Сагу снаружи, где она использует яркий свет, чтобы ослабить его. Поэтому Алан исчезает. Сага, Кейси и Эствес решают объединиться с братьями Андерсон и организуют ритуал, чтобы использовать музыку древних богов и чтобы Алан смог вернуться. Но несмотря на то, что они отбиваются от нескольких одержимых, Алана нигде нет. Когда Сага использует кликер, она понимает, что ритуал перенес Алана обратно в то время, когда они встретились несколько дней назад. А это означает, что Скретчер все это время владел Аланом. Появляется Скретчер. В итоге они побеждают Алана в виде темной сущности, но темная сущность проникает в
Кейси, и он отправляется на дно озера. Сага отправляется за ним и оказывается в извращенной версии своего места разума, которая эксплуатирует ее вину и неуверенность в смерти Логана, будучи ужасной матерью и ужасным партнером, из-за которого Кейси был в опасности. Ей удается бороться с темным присутствием, напоминая себе об истине и о своих личных достижениях, что позволяет ей сбежать в темное место Нью-Йорка. Ей звонит неизвестная женщина, а именно жена Алана, и просит ее пойти к статуе на площади парламента, чтобы осуществить ее конец. Там она находит кликер и пулю света. Женщина снова звонит и говорит, что Алан не смог понять концовку и что ему нужна помощь Саги. В этот момент Алан освобожден от темной сущности, но он намерен спасти Сагу и всех оставшихся, поэтому он отправляется в саму темную сущность. Сага общается с Аланом в месте разума, где они пытаются придумать финал, чтобы он вписался в ужасную историю, спасая при этом всех, включая Кейси и Логана. Они решают сделать новую историю, которая оживает, где Сага выступает в роли героя, проходящий через огромный путь. Сага подчеркивает, что это не просто финал Алана, но и их финал, поскольку теперь Сага вводит элементы истории, чтобы финал запомнился, и они оба являлись героями. Алан предлагает себя в качестве героя, который платит цену, и они оба решают свой конец. Направляясь к Алану, Сага находит Брейкера в темном месте, и Брейкер вручает ему рукопись. Сага направляется в комнату писателя Алана как раз вовремя, чтобы Алан закончил историю и прибыл Скретчер. В результате Кейси, который был одержим темной сущностью, переносит темную сущность в Алана. В этот момент Сага стреляет в одержимого Алана пулей света, а после этого, возможно, Алан погибает вместе с темной сущностью, и таким образом они спасаются. Но Алан остается в темной сущности. Кейси спрашивает Сагу, закончилось ли все это, а Сага звонит Логану, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Оказывается, что цикл разорвался, и он превращается в спираль. А Алан теперь вынужден опять бороться с темной сущностью, чтобы наконец выбраться из нее. Есть предположение, что когда Алан был одержимым, его сознание проходило эти циклы в одно и то же время, что и происходили события. Но для этой теории слишком мало доказательств. Геймплей очень похож на Resident Evil, и графика, конечно, очень высочайшего уровня. Есть, конечно, баги с текстурами, но они незначительны. Однако титры очень сильно забагованы. Игра интересная, но недоброжелательна для новых игроков. Сразу не понимаю, что здесь происходит. Сюжет интересный, и чтобы его постичь, необходимо поиграть и в другие части Alan Wake, ибо картина станет более понятной. Следует отметить, что сюжет очень сильно завязан на написании историй, которые очень сильно меняют само мироздание данной вселенной. Любые записки, которые вы составите по определенному образцу, как это делал Алан, но при этом это не выбивалось из канона произведения, очень сильно может переписать историю и победить таким образом темную сущность. Надеюсь, этот видеоролик был полезен вам. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Всем успехов и пока.